Привет, с вами Михалыч, а в этом видео я подробно расскажу и покажу, как выставить крепкий каркас из профиля для короба, также обкручу его гипсокартоном, покажу, как заложить закладные для ревизионных люков и, конечно же, покажу два простейших и самых надежных соединения профилей, которые вы сможете изготовить самостоятельно. Ну и во-первых, короб я буду выставлять для облицовки задней стороны камина, так как здесь к нему подходят коммуникации, трубы подачи и обратки воды, а также элементы электрического управления. И все это нужно скрыть красиво, и чтобы к этим элементам был доступ. Собственно, данный вариант также подойдет для зашивки канализационных труб. И первое, что нужно сделать, это разметку. Если у вас ситуация, как у меня, что нужно продолжить уже имеющиеся стены, то для начала вам потребуется длинный уровень, либо же правило, который мы прикладываем к уже имеющейся стене, подставляем лист гипсокартона той толщины, которым вы будете обшивать свой короб, и делаем на полу отметку карандашом. Это одна из направляющих. Затем также берем произвольно точку на стене, снова подставляем уровень, гипсокартон и делаем отметку. Я думаю, вы еще со школы помните, что ровную линию можно провести через две точки. Вот они у нас и есть. Ну а дальше нам потребуется лазерный уровень. Как видите, я установил лазерный уровень, выбрал вертикальную полосу, которая отбивает у меня линию на пол, стену и потолок. И на все про все у меня ушло около минуты. Сразу отвечу на вопросы, которые точно будут в комментариях. Где же я приобрел такой лазерный уровень и что он из себя представляет? Его я приобрел на AliExpress. Конечно же, ссылку оставлю в описании под этим видео. Это 4D лазер, который имеет 16 зеленых лазерных линий. Почему выбрал именно его? Да потому что лазеры данной фирмы откалиброваны, они полностью укомплектованы, в кейсе присутствуют все необходимые аксессуары, а именно две съемные аккумуляторные батареи с реальными 5800 мАч, очки и две регулируемые платформы, зарядное устройство, пульт дистанционного управления, различные навесы, в том числе и магнитный, который просто незаменим при выставлении металлоконструкций. А в самом лазере между башнями излучателя установлены уплотнительные резинки. Это защита от попадания пыли и влаги, что повышает степень защиты и, как следствие, срок службы. И все это приехало в реально ударопрочном кейсе с ребрами жесткости и плотными зажимами. Это очень важно при транспортировке, а также при хранении данного лазерного уровня на стройке. Как и говорил, ссылки будут в описании, а мы поехали дальше. Теперь нарезаем профиль нужной длины для боковой стенки. Как видите, я использую профиль UV50. Связано это с тем, что с этой стороны я буду крепить его кальциевым плитом, а они достаточно хрупкие, и поэтому было принято сделать сам каркас из более прочного и жесткого профиля. По лазеру нужно выставлять его так, чтобы вы могли отчетливо видеть линию лазера по всей длине, чтобы лазер совсем немного задевал край профиля. Устанавливаю и фиксирую на саморезы. В кальциевую плиту они отлично заходят. Если у вас будет кирпичная, газоблочная либо бетонная стена, то используйте перфоратор и дюпеля. Еще раз контрольно проверил, влазит ли гипсокартон и нет ли никаких зазоров. Все оказалось отлично. Теперь можно полностью зафиксировать данный профиль. Теперь нужно выставить вторую сторону. Как же правильно это сделать? Берем угольник, одну сторону его выставляем по уже имеющейся линии, а вторую его сторону подставляем к противоположной стене и проводим карандашом линию. Таким образом мы получаем ровный угол 90 градусов. И теперь здесь так же само мы выставляем лазерный уровень четко по уже имеющейся линии, а уже по лазеру мы выставляем профиль. С этой стороны у меня между трубами профиль UV не влазил, поэтому я использую UD 27 мм. И здесь я его уже буду крепить в кирпичную стену. Для этого сначала я приложил профиль к стене, потом при помощи карандаша по отверстиям сделал отметки и при помощи перфоратора проделал отверстия. Здесь мне пришлось делать их очень аккуратно, так как они были расположены очень близко к краю. Ну а затем при помощи обычного уровня и быстрого монтажа я зафиксировал второй профиль. Затем по имеющимся уже внизу линиям мы также выставляем направляющий профиль. В моем случае опять же это UV. Сначала намечаю отверстия, затем при помощи перфоратора их пробиваю, убираю лишнюю пыль и плотно их фиксирую. Я использовал всего лишь несколько быстрых монтажей, потому что здесь в полу у меня проходят трубы теплого пола. И поэтому мне пришлось забивать дюпеля только в тех местах, где их нет. Но фиксация все равно будет крепкая, так как еще между собой боковой и нижний профиль я скрепляю при помощи самореза бложки. Теперь то же самое проделываем и сверху. Затем выставляем лазерный уровень снова по первой линии и вставляем угловой профиль. Опять же я использовал UV и сразу снизу фиксирую его на бложку. Так как сверху у меня каркас упирается
в двутавр, толщина его стенки 6,5 мм, то было принято решение не крутить кверху, а сразу устанавливать перемычки и соединять профиля между собой. И вот здесь вам покажу один из способов фиксации перемычек. С одной стороны, конечно же, все просто. Мы вставляем профиль CD в UD и фиксируем на бложку. Ну а с другой стороны, мы берем небольшой кусочек сантиметров 15 профиля UD, прикрепляем его к уже имеющемуся профилю за подлицо на две бложки, затем вставляем перемычку нужного размера и опять же по лазерному уровню фиксируем вторую сторону перемычки. Тем самым угловой профиль у нас четко зафиксирован. Обычный уровень я использовал для того, чтобы на нем ловить линию от лазера. Еще дам вам один полезный совет. Когда вы нарезаете перемычки CD либо CV не болгаркой, а ножницами по металлу, в любом случае у вас будут вот такие острые выпирающие уголки, которые, во-первых, не позволят вам нормально вставить данный профиль в UD-шку, а также могут распирать сам каркас. Что для этого нужно сделать? Берем обычный молоток и сначала подравниваем заднюю сторону, место перелома профиля, а также обязательно при помощи молотка забиваем назад вовнутрь вот эти торчащие стороны, чтобы все было в одной плоскости. И затем с легкостью вставляем его с обеих сторон в профиля. Здесь у меня, собственно, и будет располагаться ревизионное окно. Я уже заказал их заранее и, собственно, под них буду и выставлять профиль. И, конечно же, начинаю выставлять с нижнего профиля. Ставлю лазерный уровень, подгоняю по нему обе стороны и при помощи блошек фиксирую его. Затем вставляю ревизионный люк, располагаю его в нужном месте. Как раз у меня левая сторона будет фиксироваться по угловому профилю. Вплотную придавливаю к ревизионному люку верхний профиль и также фиксирую на бложке. Ну а затем докручиваю остальные перемычки и тем самым усиливаю каркас. Расстояние между перемычками, так как короб у меня небольшой, я выбрал 60 см и фиксирую их на бложке. Затем обязательно в те места, где будет фиксироваться ревизионный люк, укладываю деревянные закладные, потому что в обычном металлопрофиле саморезы при фиксации могут прокручиваться, а люк у меня скрытого монтажа и зазоры между дверцами очень маленькие. И используется саморез Патай. Ну а затем нарезается гипсокартон. Так как я обшиваю камин, я использую огнеупорный и прокручиваются саморезы. Расстояние между саморезами около 30 см и также обязательно прокручивается во все перемычки. Тем самым мы усиливаем наш каркас. Ту же самую работу я проделал и с противоположной стороны. И дабы здесь усилить каркас, я использовал профиль CV. Он на краях имеет дополнительные ребра жесткости. И вот, собственно, здесь я вам продемонстрирую, как закреплять перемычки в такой профиль. Берем пассатижи. И в том месте, где нужно располагать перемычку, я также здесь использовал размер 60 см, мы расправляем ребро жесткости, тем самым выравнивая профиль. А с другой стороны, по аналогии, как я уже показывал, прикручиваю профиль UV на две бложки за подлицо. Теперь вставляю перемычку из профиля CV, так как она более жесткая, в отличие от профиля UV, выставляю по уровню и фиксирую на бложке. А затем при помощи молотка, либо можно при помощи пассатижей, загинаю внешние углы вовнутрь. Это нужно для того, чтобы они не выпирали и тем самым не отпирали гипсокартон, который будет вследствие прикручен. И как можете видеть, сверху донизу таким способом выставлены все перемычки. Это очень жесткое и крепкое крепление. Здесь также у меня будет стоять ревизионное окно, только здесь оно будет большое, 70 на 30. И здесь его разметку я также делаю при помощи лазерного уровня. Сначала я выбрал верхнюю точку, потому что дверца сажатруски у меня находится вверху, и нужно, чтобы она точно нормально открывалась. Вставляю профиль и фиксирую его четко по лазерному уровню. И для проверки посмотрите, насколько он отлично откалиброван. Как вы можете видеть, водный уровень тоже показывает, что все идеально. Ну а дальше все по старой схеме, как я уже крепил первый люк, не буду отнимать ваше время. И как можете видеть, профиль везде выставлен, гипсокартон откручен. И еще один момент, который я вам не сказал. Обратите внимание, что верхние перемычки установлены так, чтобы они были выше на половину своего размера от прикрученного листа гипсокартона, чтобы можно было закрепить нижний гипсокартон и верхний. В моем случае это 2,5 метра. Вот, собственно, и все. Теперь осталось установить ревизионные люки, зашпаклевать стены и сам гипсокартон и заниматься другими делами по строительству. А их еще очень много. Также и видео, которые планируются для выхода у меня на канале. Поэтому обязательно поставьте лайк данному видео, не забудьте подписаться на мой канал и будете получать много полезной информации. На этом же у меня все. Желаю вам удачного дня. До встречи в новых видео. Пока!